Всем привет! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. Это видео третья часть по вязанию куклы Сонечки. Я очень рада приветствовать вас здесь. Обычно до последних частей доходят те, кому куколка действительно очень понравилась и кто ее вяжет. Надеюсь, вы здесь именно по этому поводу. Если вы не видели первые части, переходите в описание под видео. Там есть вся подробная информация, необходимые материалы, более подробно показываю куколку. Если же у вас уже все готово, вот такое тело с сарафанчиком, то мы продолжаем вязать дальше. Переходим к голове, к волосам. Приятного вам вязания. Приступаем. На шее мы с вами в прошлой части провязали 2 ряда заключительные из 15 столбиков. Все-таки давайте еще один ряд провяжем, пусть шейка будет чуть-чуть подлиннее. Получается всего 3 ряда по 15 столбиков у нас получается на шее. Провязываем один ряд. Провязали. Теперь уже начинаем вязать саму голову. Начинаем ряд первый. Провязываем подряд 15 прибавок. То есть в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по 2 столбика. И считаем голову уже начиная с первого ряда. Считать несложно. Вот этот ряд с прибавками будет очень хорошо виден. Довязываем так до конца ряда. В итоге получается 30 столбиков. Провязали второй ряд. 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 15 раз. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Так чередуем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Довязали, получилось 45 столбиков. Следующий ряд третий. Провязываем 4 столбика без накида, прибавка. Так повторяем 9 раз. Первый столбик, второй, третий, четвертый и прибавка. В итоге получится 54 столбика. В четвертом ряду провязываем 54 столбика без накида. Провязали. Следующий ряд пятый. Провязываем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и прибавка. Повторяем так еще 5 раз. Один раз мы провязали вместе с вами, еще 5 раз вяжем 8 столбиков без накида, прибавка. В итоге получится 60 столбиков. Довязали. В следующем шестом ряду мы будем делать прибавки в области щечек. Отмечаем посередине 6 столбиков. Для меня это самое сложное в цельновязанной голове. Мне поэтому проще всегда связать отдельно. Но одеваться некуда, ищем ровно 6 столбиков посередине. От них будет зависеть, правильно, ровно ли будут расположены глазки, поэтому здесь нужно постараться. Отметили. Дальше считаем от первой отмеченной в обратную сторону 28 столбиков. Вот первый, второй, третий, четвертый и так далее. 28 это у меня до маркера. Вы можете провязать, например, вот здесь 28, а у вас вязание заканчивается вот где-то здесь. Довязываем дополнительно столбики, переставляем маркер, чтобы потом уже не путаться, и у нас были одинаковые столбики, количество. Довязали, определили место расположения маркера, и между маркером и первой булавочкой 28 столбиков. Начинаем вязать. Провязываем 22 столбика без накида.
Первый, второй, третий и 22 столбик. Дальше провязываем 1 столбик без накида, прибавка. И еще 2 раза повторяем также. 1 столбик, прибавка. 1 столбик, прибавка. Убираем иголочки, провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вяжем прибавка. 1 столбик без накида. Еще 2 раза. Точно так же. Прибавка. 1 столбик. Второй раз. Прибавка. И 1 столбик. Довязываем до конца ряда оставшиеся 20 столбиков без накида. У нас получилось 22 столбика. 1 столбик, прибавка 3 раза. 6 столбиков, прибавка 1 столбик 3 раза и 20 столбиков без накида. Это мы провязали 6-й ряд. Получилось 66 столбиков. И следующие с 7 по 12 6 рядов провяжите по 66 столбиков без накида. Провязали 6 рядов. Так у нас смотрится голова. Вяжем дальше ряд 13. Провязываем 22 столбика без накида. Первый, второй, третий, 21, 22. Вяжем 1 столбик без накида, убавка 3 раза. 1 столбик в следующую петлю, убавка. 1 столбик, убавка. И третий раз. 1 столбик, убавка. Провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. На тех же местах, где мы вязали 6 столбиков между прибавками, ровно посередине. Вяжем убавка 1 столбик 3 раза. Убавка. Раз. Убавка. 2. Убавка. 3. Довязываем до конца ряда 20 столбиков без накида. Закончили этот ряд. Получилось 60 столбиков без накида. Следующие 10 рядов с 14 по 23 вяжем по 60 столбиков. И сразу приготовьте глазки. Размер 10 мм. После того, как провяжем эти ряды, будем их устанавливать. Провязали. Теперь устанавливаем безопасные глазки. Отсчитываем. Глаза располагаются между 15 и 16 рядом. Вот у нас первый ряд, в котором были подряд все прибавки. Первый, 15, 14 и 15 ряд. Вот между 15 и 16 будут располагаться глазки. Расстояние 10 столбиков. Берем для ориентира 6 столбиков, которые находились посередине. Вот они у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в сторону убираем на 2 столбика. С одной стороны и с другой.
Вот у нас получается расстояние 10 столбиков между 15 и 16 рядом. Устанавливаем глазки. Закрываем. И сейчас я покажу, что делаю еще с этими глазками. Я не считаю их совсем безопасными. Пару раз во время утяжки сталкиваюсь с тем, что они просто выпадают из вот этой заглушки. Бывает, что она чуть больше по размеру. Не знаю, из-за чего это еще может происходить, но факт в том, что глазик выпал во время сильной утяжки. То есть теоретически ребенок при игре с этой куклой все-таки глазки может вытащить, что не очень хорошо. Поэтому я беру спички и ножницы. Поджигаю, расплавливаю ножку. Пару секунд и придавливаю. Сейчас она застынет, и в таком состоянии из заглушки она уже ни при каких условиях не выпрыгнет. И еще один совет, который я узнала от своих подписчиков, делюсь с тем, кто этого не знает. Если вы установили глазки не в том месте, вам нужно его снять, переставить, но при этом вы уже расплавили ножку, можно снять его точно так же, подогрев спичкой ножку, она станет мягкая и уже спокойно можно будет ее вытащить из заглушки. Все, устанавливаем второй глаз и сейчас будем укреплять шею. По поводу укрепления шеи делаем это обязательно, с учетом того, что мы еще будем пришивать волосы, голова может не выдержать и как бы вы ее не набили, просто наполнителем она будет болтаться. Поэтому укреплять можно несколькими способами. Первый – это взять проволоку, обмотать ее лейкопластырем. К сожалению, лейкопластырь у меня закончился, в аптеку бежать некогда. Второй способ есть, можно взять палочку для суши. Обрезать ее необходимой длины, примерно вот такой, до середины головы и где-то до середины тела. Обрезать, края также можно обмотать лейкопластырем и установить. Есть еще один способ, который я тоже иногда использую, это ватные палочки. Их я устанавливаю в количестве 4-5 штук, в зависимости от того, какой размер шеи. С помощью ножниц на шее я расталкиваю наполнитель в стороны, где-то не доходя до середины туловища. Подготавливаю место, чтобы палочкам было куда разместиться. Наполнитель раздвинули. Ни в коем случае мы не убираем наполнитель, мы его просто отодвигаем в сторону, чтобы потом не образовались пустых мест. И вкручиваю, ну, не знаю, как показывать, вам наверняка ничего не видно. В общем, вкручиваю эту ватную палочку. Одну, следом вторую. Потом снова раздвигаю наполнитель, ставлю палочку, следующую и так все 5. Вот что у меня получилось. Вот так смотрится. Примерно на середину. И дополнительно еще вокруг палочек добавляем наполнитель в шею и в начало головы. Такой хитрый способ. Шею укрепили, наполнитель добавили, вяжем следующий ряд. Все следующие ряды уже идут на убавление. В каждом ряду убавляется по 6 столбиков. Они вяжутся практически одинаково. Единственное то, что с каждым рядом количество между убавками уменьшается на 1 столбик. Получается, вяжем 24 ряд. 8 столбиков без накида, убавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И провязываем убавку. Это мы провязали 1 раз, еще 5 раз. Точно так же провязываем 8 столбиков без накида, убавка. Всего 6 выходит. И получается у нас уже
54 столбика. Довязали. В 25 ряду вяжем 7 столбиков без накида убавка, также 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и убавку. Вяжем так ряд, в итоге получится 48 столбиков. И дальше, я думаю, вы уже понимаете. Принцип вязания идет следующий ряд. 6 столбиков убавка, 5 столбиков убавка 6 раз, 4, 3, 2, 1. На экране пишу схему. Думаю, вы самостоятельно уже справитесь. Обязательно добавляем наполнитель. Не забудьте про то, что у куколки есть щечки. Туда надо добавлять побольше. Получается, довяжете последний ряд 6 убавок, и потом мы вместе закроем оставшееся маленькое отверстие. Провязали последний ряд 6 убавок, обрезаем, оставляя длинный хвостик, вытягиваем нить и сейчас с помощью иглы будем закрывать. Берем иглу с большим ушком, чтобы было удобно, и начинаем стягивать оставшиеся петли. Вводим иглу во внутреннюю часть. Подтягиваем первый столбик, первую полупетлю захватили, вторую также, третью сразу подтягиваем, четвертую, пятую и шестую. Хорошо подтянули. Теперь вводим иглу в середину и выводим где-нибудь сбоку. У нас на этой кукле будет парик, поэтому сейчас я, не переживая, обхватываю столбик, где вывели нить, и делаю здесь узел, чтобы не распустилась уже точно. И прячу хвостик в голове. Если бы, конечно, это было бы какое-нибудь изделие в виде рукава, кофты, куколки, то я бы так уже не сделала, потому что вот этот узелок все равно будет видно. А на закрытых частях можно. Все, обрезаем. На этом голова готова. Сейчас приступим к утяжке и оформлению. Давайте сейчас с вами свяжем ушки. Оставляем длинный хвостик в начале. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вяжем соединительный столбик, воздушная петля. Нить вытягиваем и обрезаем. Этой нитью сейчас будем пришивать ухо к голове. Кольцо стягиваем. Вот что у нас получилось. Вяжем точно такое же второе. И теперь пришиваем ушко. Отсчитываем от глаза 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На вот этом ряду будем его пришивать. Теперь, раньше я пришивала ухо, начиная ровно от середины глаза. Вот так. Теперь же я его пришиваю чуть ниже, мне кажется, так более правильно. Так, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, начинаю его пришивать на последнем ряду глазика. Смотрите, здесь есть изнаночная и лицевая сторона. Лицевой пришиваем в сторону глаз. Захватываем. Столбик на голове, столбик на ушке. Вниз столбик на голове. Серединка на ушке.
И еще хорошенько подтягиваем вначале. И еще раз столбик на голове вниз. И третий столбик на ушке. Теперь в следующую петлю я просто ввожу иглу, вывожу сзади головы, там, где будет парик. Также вывожу первый хвостик оставшийся, поэтому говорила, что нужно перед кольцом амигуруми делать его, оставлять его длинным. Вот для этого. Все подтягиваем. Вот такое ушко получилось. Теперь здесь завязываем на пару узлов. Выводим в одну и ту же точку между столбиками. Обрезаем. Поддеваем изнутри иглой и убираем вовнутрь. Все, ушко пришили. Второе вяжем точно так же, пришиваем также на расстоянии 7 столбиков от глаза на расстоянии 3 рядов, но начинаем пришивать уже снизу вверх, потому что иначе будет изнаночная сторона. Переходим к утяжке глаз. Для того, чтобы ее сделать, понадобится длинная игла. Короткой иглой, мне кажется, будет невозможно дотянуться от глаза до шеи. На шее находим примерно середину между последним рядом шеи и первым рядом головы, вставляем иглу, выводим с внешней стороны глаза. Без разницы какого, к которому удобнее дотянуться. Посередине. Вытягиваем. Внизу оставляем хвостик. Должны были оставить, но он ушел. Сейчас еще раз. Секунду. Все, хвостик оставили. Теперь вводим иглу с внутренней стороны глаза. Также ровно посередине. И выводим в эту же точку, где оставили хвостик. Обратите внимание, что ниточка утяжки проходит сверху, над глазом. Подтягиваем, и эта ниточка должна уйти вовнутрь. Все. Не под глазом, а над. Отступаем столбик в сторону на шее. Вводим иглу, выводим с внешней стороны второго глаза. Также посередине. Вводим с внутренней стороны, выводим на шее в столбик, в котором только что выводили иглу, из которого только что выводили иглу. Вот так будет правильно. Подтягиваем, смотрим опять, чтобы нить утяжки была над глазом. Теперь подтягиваем оба хвостика. При желании можно сделать еще раз, чтобы утяжка была более явная. Ну, мне кажется, достаточно и так. Утянули одинаково, чтобы было надо. И один, и второй глаз. Завязываем узел. Второй. И прячем хвостики в голове. Но у меня осталась длинная нить, поэтому я сразу покажу вам, как сделать нос.
удобнее было к нему подобраться. Нос я буду вышивать на расстоянии 3 столбиков. Вот у нас идет последний ряд, где глазки заканчиваются, и еще на ряд ниже, то есть вот здесь. Даже 3,5. Да, даже 3,5, иначе у меня получится неровно. Прокладываем первый стежок. Второй и третий. После третьего я увожу сразу нить в сторону, чтобы там ее уже спрятать. Не самый аккуратный носик, но главное, что я показала вам принцип. Сейчас уже я его переделаю, конечно же, чтобы он был более симпатичный. Вот этот хвостик тоже вывожу к первому, завязываю на узел и прячу внутри головы. Не стала я переделывать носик, просто добавила еще один стежок. Всего получилось 4. Давайте сейчас сделаем бровки. Я хочу сделать их коричневой нитью. Можно черной, как вам больше нравится. Вводим иглу сзади головы, оставляя хвостик. Выводим сразу, где будет у нас располагаться бровка. От глаза я отсчитываю 3 ряда. Хочу показать, чтобы вы увидели расположение. 2 столбика в сторону от глаза и вверх 3 ряда. И теперь бровка располагается на ряд выше, 2 столбика в сторону. Сразу иглу выводим с другой стороны. Также и с этой стороны. 1 ряд, 2 столбика. Теперь я хочу сразу вышить ротик. Но для ротика мне не нужно столько такая толщина пряжи. Поэтому я вывожу просто внизу иглу. И теперь эту ниточку разделяю. Она состоит из 4 частей Yarnard Jeans. А мне нужна только одна часть. Получается очень тоненькая ниточка. Все, эти 3 пока я оставляю, будем работать одной. Выводим ее под носиком. До этого на моей куколке были губки красные, теперь я хочу сделать коричневые. 1, 2, 3, 4 ряда под носиком. Хватываем 3 столбика или 4, как хотите, можно 2. И теперь я хочу сделать такой невидимый стежок. Видно, конечно, его, но он тоненький, маленький. 1. Вывожу иглу на ряд ниже, неровно посередине, чуть-чуть с края, и обхватываю стежок. Теперь ввожу иглу ровно в то место, где только что его вывела. И возвращаю обратно к тем 3 ниткам, которых мы разделили. И вот что у нас получается. Сейчас
поправим. И будет вот такая улыбочка. Улыбочку, конечно, можно и не делать, как хотите. Но мы сделаем, чтобы была более радостная моська. В общем, тоже можно над ней поработать, над улыбочкой посидеть. Все, эти ниточки возвращаем к первому хвостику, прячем. Переходим к белочкам. Я их вышиваю также Yarn Jeans, но разделяю на две части. Вводим иглу сзади головы, выводим с внешней стороны глаза, тоже примерно посередине. Оставляем хвостик и теперь вводим под глазом, чуть-чуть ближе к центру. Я вам показываю лишь свой способ, вы можете делать так, как сами считаете более симпатичным. Подтягиваем, также делаем со второй стороны. Очень быстро и просто. Готово. Хвостик возвращаем к первому оставленному и прячем. Остается из оформления сделать реснички. Реснички я всегда делаю одинаково, очень просто. Вводим иглу, оставляя хвостик сзади головы, выводим посередине глаза на расстоянии 2 столбиков, 1,5-2 там получается. И теперь вводим иглу сверху на уголке. Выводим сразу на втором. Все, вся ресничка. Ничего сложного. Также делаем со второй стороны. Вот что получилось. Такая кукленочка. Ротик можно сделать вот так, как у меня. На второй куколке можно сделать, как на первой. Здесь просто прямой на расстоянии 3 столбиков. Что у меня здесь? Еще носик. Здесь ровно на 3 столбика, здесь на 3,5. Почему-то не получилось у меня на 3, но вроде они похожие. И глазки. Я писала, но вдруг кто не заметил, я их ошиблась и посадила на ряд выше. Но в видео, как говорила, так и надо. Между 15 и 16, поэтому у вас наверняка все правильно, а я просто обсчиталась, пока снимала все это. Ну, вот такие девочки. Вязание на камеру на вытянутых руках отличается от вязания в расслабленном положении. Но вроде похоже. Все, вяжем дальше. Теперь давайте свяжем волосы. У нее отдельно идут вот такие локоны пришивающиеся. И смотрите, что я тут придумала. Не просто связать их в ряд, а сделать сначала основу и после от этой основы за передние полупетли вывязать локоны. А пришивать очень просто. Вот этот кружочек за задние полупетельки. И все. То есть, мне кажется, очень простой способ. Сейчас будем с вами таким способом вязать. Определяемся, сколько нужно локонов. У меня здесь примерно их, по-моему, 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15 локонов. И для этого я набираю 3 ряда. Если вы хотите, чтобы локонов было меньше, можно набрать 2 ряда основных. Сейчас начнем. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем. Теперь начинаем вязать второй ряд. 6 прибавок, но только за заднюю полупетлю. Переднюю оставляем для обвязки. Первая прибавка, в следующую заднюю полупетлю вторая прибавка,
третий, четвертое, пятое, и шестая. Если не хотите большое количество оконов, то вот этого кружочка уже может хватить, потому что здесь передних полупетелек 12, это уже 12 оконов, если вязать в каждую петлю. И плюс здесь у нас еще есть 6 передних полупетель, сюда можно провязать 3 окона. То есть вот это уже получается 9 оконов из этого кружочка. Если хотите больше, то вяжем дальше. Провязываем 1 столбик без накида прибавка 6 раз, также за заднюю полупетлю. Первый, прибавка, второй, прибавка, и так еще 4 раза до конца ряда. Довязали ряд, получилось 18 столбиков. У меня именно вот такого размера основа из 3 рядов. Теперь получается, я вяжу локоны. Давайте покажу, как вяжу локон, а потом уже дальше расскажу. Присоединяюсь в первую переднюю полупетлю. Заднюю оставляем, будем за нее пришивать. Соединительный столбик. Дальше набираем необходимую длину цепочки, какой мы хотим связать локон. Я набираю 120 воздушных петель для вот такой длины. Конечно, сейчас я уже это количество набирать не буду, я покажу на более маленьком, чтобы было быстрее. Потому что у меня уже связаны оба хвостика. Так, набираем необходимое количество воздушных петель. Заодно сразу покажу, как я вяжу локоны, а то всегда очень много вопросов, почему они не закручиваются. Набрали необходимую вам длину. Теперь со второй петли от крючка начинаем вывязывать локоны. Я вяжу способом полукрестики, поэтому также полукрестиками иду в обратную сторону. Хотя и галочками у меня тоже закручивается. Может быть, положение рук как-то влияет, может быть, то, что придерживаешь. Но, в общем, они спокойно закручиваются. Вот даже сейчас я вяжу, и она уже подкручивается и мешает мне дальше вязать. Если же у вас не закручивается локон, пробуйте чередовать. 1 столбик без накида, в следующую петлю прибавка. 1 столбик без накида, прибавка. Расход пряжи будет больше, но зато локон точно уже должен подкручиваться. Вот видите, даже в процессе вязания, вы сами видите все, он уже закручивается. Поэтому других секретов у меня нет. Все, что знала, я рассказала. А еще один момент. Если вы вяжете, например, полукрестиком, не закручивается, поменяйте способ на галочке. Либо же наоборот. Тоже говорят, что, возможно, это имеет какое-то значение. Но у меня они закручиваются и так, и так. Вот я только что провязала галочками, она тоже закручивается. Довязали локон до конца. Присоединяемся в следующую петлю. И здесь уже регулируйте, как хотите. Хотите, в каждую петлю вывязывайте локон. Хотите, через одну. То есть вот в следующую петлю присоединились. И в следующую снова соединительный. И набираем цепочку. Регулируйте сами. Можно в каждую петлю, можно через петлю. И вот на этом кружочке уже дальше провязывайте. Довязали ряд до конца. Перешли на предыдущий ряд из передних полупетель. Провязали и все. И получится у вас вот так. Когда довязали последний локон, сделали соединительный столбик, воздушную петлю и нить вытянули. Желательно длинную, чтобы потом ей уже и пришить. Теперь мы с вами начинаем вязать основу паричка. Вот эту часть. Здесь нужно будет постоянно примерять к голове, чтобы она хорошо сидела. Делаем кольцо амигуруми.
В это кольцо провязываем первый ряд, 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Затягиваем кольцо, вяжем второй ряд. 6 прибавок. В каждый столбик предыдущего ряда по 2 столбика. Первая прибавка. Вторая. И так до конца ряда. Всего получится 12 столбиков. Провязали третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка 6 раз. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. Повторяем до конца ряда, в итоге получится 18 столбиков. В четвертом ряду провязываем 1 столбик без накида, прибавка. Дальше вяжем 2 столбика без накида, прибавка 5 раз. Первый столбик, второй и прибавка. Провязали так 5 раз и довязываем 1 столбик без накида. Получилось 24 столбика. Следующий ряд 5. 3 столбика без накида, прибавка 6 раз. Первый, второй, третий, прибавка. Вяжем так ряд, в итоге получается 30 столбиков. В шестом ряду провязываем 2 столбика без накида. Первый, второй, прибавка. Дальше вяжем 4 столбика без накида, прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый и прибавка. Пять раз провязали, довязываем до конца ряда 2 столбика без накида. В итоге получается 36 столбиков. В седьмом ряду вяжем 5 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и прибавка. Вяжем так ряд, в итоге получается 42 столбика. Восьмой ряд. Вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, прибавка. Дальше 6 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, прибавка. Провязали так 5 раз. Довязываем 3 столбика до конца ряда. Первый, второй, третий. Получилось в итоге 48 столбиков. В девятом ряду провязываем 7 столбиков без накида, прибавка 6 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и прибавка. В итоге выходит 54 столбика. В десятом ряду провязываем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Вяжем прибавку. Дальше вяжем 8 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и прибавка. Еще 4 раза. Провязали,
Вяжем 4 столбика до конца ряда. Первый, второй, третий и четвертый. Получилось 60 столбиков без накида. Примеряем, но примеряем не вот так ровно, как мы вязали голову, а под наклоном. Видим то, что она у нас не плотно, свободно. Следующий ряд 11 мы провязываем 60 столбиков без накида. Провязали этот 11 ряд, опять прикладываем, смотрим, сидит плотно. Можно, значит, следующий ряд снова вязать с прибавками. Если у вас она получается основа большеватая, то провяжите еще один ряд просто столбиками без накида. Вяжем 12 ряд, 9 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и прибавка. Повторяем так еще 5 раз. В конце ряда получается 66 столбиков без накида. И следующие 3 ряда, 13, 14 и 15, я провязываю по 66 столбиков. Провязали. Теперь примеряем. Снова все сидит плотно, значит следующий ряд можно вязать с прибавками. Вяжем 16 ряд. 5 столбиков без накида, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем прибавку. Дальше провязываем 10 столбиков без накида, прибавка 5 раз. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Прибавка. Вяжем так еще 4 раза. Провязали 5 столбиков без накида до конца ряда. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Следующий ряд 17, провязываем 72 столбика без накида. Провязали, снова примеряем. Мне необходимо, чтобы парик доходил до ушек, а значит вяжем еще 2 ряда. Если вас устраивает, как смотрится вот так, то можете остановиться на этом, перемотать немножко и вывязать челочку. Если же хотите, чтобы прям доходил до ушек, как у меня на первом паричке, видите, прям видно, что еще не хватает, то вяжем еще 2 ряда. Следующий ряд 18. Провязываем 11 столбиков без накида, прибавка. Первый, 11. Провязываем прибавку. Вяжем так до конца ряда. В итоге получается 78 столбиков. И заключительный ряд 19. Провяжите 78 столбиков без накида. Довязали эти 2 ряда. Примеряем теперь размерчик то, что надо. Начинаем вывязывать челочку. Сразу же с того места, где мы остановились в конце ряда, набираем 18 воздушных петель. 3 и 18. В обратную сторону, по такому же принципу, как мы вязали локоны. Вяжем 17 столбиков без накида. Второй, 16 и 17 столбик. В следующую петлю провязываем соединительный. Я провязываю за переднюю полупетлю. Между локонами у меня будет один соединительный столбик. Получается, теперь вяжу следующий соединительный столбик, следующую петлю, и от него уже начинаю вывязывать второй локон челочки. 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Со второй петли от крючка вяжем в обратную сторону 11 столбиков без накида. Провязали 2 соединительные петли. Раз, два. Вывязываем третий локон челки. Третий состоит из 18 столбиков, а четвертый из 19. Между локонами 1 соединительный столбик. Провязали всего 5 прядок на челке. 18, 12, 15, 18 и 19. В следующую петлю провязываем соединительный столбик. Воздушная петля, нить вытягиваем очень длинную, чтобы хватило для пришивания. Примеряем парик на голову. Распределяем челку. У меня на одну сторону уходит 3 прядки, на вторую 2. Мне кажется, эта куколка получается даже симпатичнее, чем первая. И закрепляем сразу паричок, чтобы потом в процессе пришивания он никуда не сдвинулся, чтобы было одинаковое расстояние между ушками. Вот что получилось. Все прикрепили. Это я вам показала для наглядности. Сейчас я эту челочку уберу, потому что она мне будет мешать. И покажу, как я пришиваю. Сначала основу, потом уже челку. Снова я пришиваю, захватывая столбик на голове и захватывая только переднюю, верхнюю вот эту полупетлю. И столбик на голове. Дальше снова не весь я столбик беру с паричка, а только переднюю полупетлю. Подтягиваем. Снова столбик на голове. Переднюю полупетлю на паричке. И так чередуем по всей поверхности паричка. Каждый столбик, каждую петельку все прошиваю. Получается вот такой красивый шовчик. Все пришиваем так. Всю часть, потом я покажу, как прихватить челочку. Основу пришили, переходим к локонам. Там, где у меня отмечено булавкой, ввожу иголку. Получается в конце прядки. Я ее пришиваю только вот здесь закончики. По всей длине я прядку не прошиваю. Ввожу иглу теперь там, где была иголочка. Отступаю столбик и перехожу к другой прядке. Все, вот эту я подцепила. Подтягиваем нить
И все, она пришитая. Но вот эту я еще подошью вот здесь в начале, чтобы она не перекручивалась. То есть я ее подошью в конце сначала. Также одним стежком. И перейду ближе к основанию. Все, и переходим на следующую сторону. Так пришиваем со второй стороны. После пришиваем хвостики. Я вам уже показывала, то, что пришиваем за заднюю полупетлю оставленную. Здесь уже, думаю, все ясно, все понятно. По такому же принципу, как пришивали, например, основу парика к голове. Захватываете один столбик на основе, одну полупетлю на паричке. И по кругу так все 18 раз. Вот и все. Наши куколки-сонечки готовы. У меня их аж 2. Надеюсь, у вас тоже все получилось, и вы остались довольны результатом. Присылайте фотографии своих куколок по этому мастер-классу мне в группу ВКонтакте, либо же можно в Инстаграм. Все ссылки на мои социальные сети есть в описании под видео. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующих мастер-классах. До новых встреч в новых видео. Всем пока!